Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Тема сегодняшнего нашего ролика будет продолжение предыдущего видео об обучении в школах Испании. Эта тема многих интересует, поэтому мы решили продолжить серию этих роликов. В Испании старшая школа предполагает качественное обучение, дает большие возможности в дальнейшем для поступления в университеты, для продолжения профессионального обучения. И вот сегодня мы об этом поговорим. И поможет мне в этом, как обычно, Станислав. Встречайте. Всем привет! Итак, Стас, в прошлом ролике мы рассказали о том, как поступить в школу Испании, как проучиться, какие экзамены сдавать. И вот мы закончили, вернее, ты закончил в определенный момент времени среднюю школу. Что нужно, как происходит переход в старшую школу, какие-то экзамены нужно сдавать? Ну, изначально вам надо будет закрыть все экзамены в секундарии. Это, получается, в 4-й секундарии вы должны сдать все поступительные экзамены за предыдущие года и вообще желательно полностью все закрыть и перейти в бачелорат без долгов. Если вы какие-то экзамены не сдали, то, возможно, вам разрешат это сделать в бачелората. То есть вы поступаете в бачелората, и на протяжении этого года в первого бачелората вы должны закрыть долги, которые у вас остались в секундарии. Но это, опять же, может быть, вам могут это разрешить, могут быть и нет, потому что тут переход из секундарии в бачелорат. Это очень важный момент, потому что некоторые не идут учиться в бачелората, а они уходят, то есть заканчивают 4-ю секундарию и уходят там в формационную профессиональную, например. Вот это очень важно, да, кстати. Это очень важно. Важно, то есть закрыть секундарию, чтобы перейти в бачелорат. То есть бачелорат, друзья, это старшая школа. Нужна она, хочу маленькую ремарочку внести, для тех, кто будет поступать в университеты. То есть если дети собираются поступать в дальнейшем в университет, они идут в бачелорат, правильно? Да, совершенно верно. Либо после средней школы у них есть еще возможность, как Стас сказал. Формационно-профессиональ, там 2 года, и после этого можно поступить также в университет. Дорогие друзья, если у вас будет необходимость помощи в устройстве ребенка в школу, в сопровождении, в записи ребенка на собеседование вот в этот частный колледж Нью-Кастеллар, обращайтесь к нам на почту morelsobaka.aol.com. Станислав, ты поможешь в переводе? Да, конечно, с удовольствием. За разумное вознаграждение Станислав готов, как начинающий студент, как человек, который закончил колледж и знает испанский язык замечательно. Он вас сопроводит, он все переведет и запишет вашего ребенка на собеседование. Следующий вопрос. По экзамену мы сказали, что надо закрыть все долги. Да. Есть ли какие-то специальные экзамены для того, чтобы попасть в старшую школу или нет? Специальных экзаменов нет. Надо закончить обязательно секундарию. Если вы ее заканчиваете, то вы можете поступить в бачелорат. То есть это вот такие вот основные моменты. Если вы переводитесь там из какой-то другой школы или из другой страны, то вы можете поступить в бачелорат, но это всегда будет первый бачелорат. Во второй бачелорат никогда никого нового не берут, потому что тут уже во втором бачелорате идет подготовка в университет. Поэтому берут заранее на первый бачелорат, там вы подготавливаетесь ко второму, и на втором бачелорате вы уже подготавливаетесь к ЭБАУ и университету. Об этом дальше. Еще я помню, что мы подписывали мы выбирали что-то после средней школы, подписывали бумаги. Выбирали предметы, которые я хотел учить в бачелората. Изначально можно было выбрать на 4-ю секундарию, там тоже были какие-то предметы, по-моему, и в бачелората уже выбираются направления. Это либо гуманитарное направление, либо научное направление. Ты какое выбрал? Я выбрал научное. В научное направление входят такие предметы, как черчение, физика, химия, биология, математика, уже, то есть научная математика, не знаю, как это правильно сказать. На этом моменте надо правильно выбрать направление, потому что когда вы будете сдавать ЭБАУ и поступать в университет, вот эти предметы, которые вы выбрали, будут играть большую роль. Поменять можно потом в конце первого бачелората или в процессе обучения? Нет. То есть выбрали все направление, учимся, можно дальше. Можно поменять предметы только в первом месяце после того, как вы их выбрали. То есть в первом месяце первого бачелората. Друзья, хочу напомнить, что мы говорим это на примере учебы нашего сына Станислава. Он учился в колледже, про который мы уже говорили, Нью-Кастеллар Сан-Педро-дель-Пинатар. Ссылка была на этот колледж в первом нашем ролике, и сейчас будет ссылочка на первый наш ролик. Так что, кто не смотрел, обязательно посмотрите, это тоже очень интересно. В нем мы рассказывали о том, как поступить,
в школу Испании, какие документы нужны, как быть, если вы совсем не знаете испанский язык, то есть ваши дети. Вот все эти вопросы мы на примере обучения нашего сына рассматривали в первой части. А это у нас вторая часть нашего такого сериала об обучении в школах Испании. И, ну, какие особенности были в обучении? Вообще, вот в бачелорат ты поступил, что там особенного такого было? Ну, конечно, первое, то, что была такая радость, то, что можно выбрать любимые предметы и не учить то, что не нравится. Но тоже тут есть нюансы. Первое бачелората у нас отличается от второго бачелората. Что значит у нас в первом бачелорате происходит? Мы выбираем те же предметы, которые нам нравятся, выбираем, то есть направления, но у нас есть предметы, которые обязательные. Это как лингва, английский, математика. И там в первом бачелорате была еще и физкультура. Во втором бачелорате физкультуры уже нет, но появляется новый обязательный предмет – это история Испании. Он обязательный для всех, абсолютно для всех. Также во втором бачелорате обязательно математика, лингва – это испанский язык, и английский, соответственно, тоже обязательный предмет. Сложно было вообще учиться вот эти 2 года? Сложнее, чем? Изначально, конечно, сложно, и сложнее, чем в секундаре, поэтому будьте готовьтесь, то, что вам придется, ну, в первом бачелорате еще легко. Во втором уже приходится постоянно писать какие-то конспекты, учить, зубрить. То есть действительно весь этот год это была учеба, больше ничего. Ну, мы это видели, да. Да, действительно, мы можем подтвердить, что очень такая интенсивная нагрузка, но это стоит того, для того, чтобы поступить в университет. Естественно, нужно пройти много наук интересных, ну а преподаватели, они всегда здесь стараются помочь, да, можно проконсультироваться, не надо, в принципе, мы не брали никаких репетиторов Станиславу. Да, все без репетиторов, сам учился. Да. То, что в школе говорили, то, что дома приходил, сам это повторял, делал какие-то конспекты, и вот В принципе, никаких преподавателей. Ну, мы знаем, что некоторые дети брали действительно Некоторые репетиторов, брали, но мы вот как-то, Станислав наш Причем справлялся сам. многие брали, даже испанцы. Да, да. Ну, в принципе, для нас, вот как для родителей, 2 года пролетели очень быстро. Мы видели, что интенсивный труд действительно. Я думаю, что во многих школах, старших классах труд интенсивный, все готовятся к итоговым экзаменам. Ну вот как были сами итоговые экзамены в конце? Это было вот недавно совершенно. В общем, смотрите, на протяжении всего года, это у нас 3 триместра, и в каждом триместре у нас в конце этого триместра будут финальные экзамены. До этих финальных экзаменов надо будет написать контрольные. Там вы можете их либо не сдать, либо сдать. Эта оценка, то есть, не имеет особого значения. Она никак не влияет на итоговый финальный экзамен, вы все равно его должны будете сделать. Если вы по какой-то причине не сдаете финальный экзамен, то есть набираете ниже 5 баллов, вы должны будете его пересдать. Но тут важный момент, вы не сможете его сразу пересдать. Например, в секундаре вы его сможете сразу пересдать. Во втором бачелорате вы не сможете, то есть вы не сможете пересдать экзамен, который вы не сдали. Тут важный момент. На протяжении всего года, то есть вы пишете все эти финальные экзамены, и в самом конце, то есть вы когда написали все экзамены каждого триместра, в самом конце вам дается возможность повысить оценку 1 раз по каждому предмету. Например, такой пример. В первом триместре я, допустим, ну представим, я написал лингва на 4.5, 4,5. Я хочу повысить до 6. Я смогу это повысить, я уверен в этом. То я могу в конце года сделать экзамен по повышению этой оценки. Но только 1 раз по одному предмету. То есть, например, если я не сдал, скажем, ну не я, а кто-нибудь другой, да, не сдал 3 триместра по лингва, то он сможет повысить только 1 раз, один триместр. Ты воспользовался этим? Я воспользовался этим, но у меня были все триместры, то есть сданы, все экзамены были сданы, я просто повысил на максимум. Ну, например, у меня была математика была в одном триместре 8, я повысил до 10, и в итоге у меня было 10. В итоге всего бачелората, во второго бачелората у меня было 10 по матеш. И еще важный момент, как устроены вообще экзамены во втором бачелорате. У нас первый триместр мы делаем экзамены по тому, что проходили в первом триместре. Во втором триместре мы делаем экзамены по темам из первого и из второго триместра. И в третьем триместре мы делаем все, то есть итоговые экзамены за весь год. То есть у нас evaluation continue называется, то есть все темы, они продолжаются в каждом триместре. А были какие-то еще дополнительные занятия, что-то было, как бы какие-то консультации перед экзаменами? Дополнительных каких-то обязательных заданий не было.
Но если есть какой-то вопрос, конечно, можно подойти после уроков или там, перед началом урока спросить, если есть какие-то вопросы. Или написать на в Исемте. Мы, кстати, про Исемте говорили в первом видео, тоже можете посмотреть. В Исемте можно было написать сообщение, и учителя ответят на это сообщение. Какие-то у вас были проекты, как ты говорил, в средней школе у вас были интересные проекты? Что-то было бачелората вот за 2 года? Бачелората нет. Не То было, есть да? здесь больше нацелены на обучение, не тратим время на всякую ерунду, только обучаемся, учим материал и все, и готовимся к Чтобы баллу. поступить в университет. Да, Да, поступить. и еще, если вы не хотите поступать в университет, если вы не хотите делать ИБАУ, то смысла вам делать бачелората нет. То есть можно идти в формацион профессиональ, получать техническое образование по-нашему, Да. это техникум, и уже после сразу формацион профессионаля вы можете идти работать. Также студентам есть возможность со 2-го года обучения уже подрабатывать там какое-то количество часов. Во всяком случае, я знаю это про студентов университета, возможно, и студенты формацион профессиональ могут тоже подрабатывать как-то, но это все уточняется, конечно. То есть здесь люди выбирают либо так, либо так. Ну а местные иногда, они не идут никуда учиться, они идут после школы иногда работать. Но, в общем-то, по нашему наблюдению, это не из платных таких колледжей, из частных. Здесь и родители, и дети изначально настроены на то, что дать детям хорошее образование, чтобы дети в дальнейшем получали среднее профессиональное или высшее, и уже получали хорошую профессию и работали. Привет, друзья! Не выдержал стоять за кадром и решил все-таки войти в кадр и задать Станиславу вопрос. Стас, вот я человек, который не владею языком, так как ты, испанским, английским. Я вот просто не могу представить, как ты вот приехал, не зная языка, на таком отличном уровне, и вот закончил школу. Я считаю, что очень хорошо закончил. Махнул. Ну тут понятие тяжело, не тяжело, оно достаточно странное, потому что если вы не знаете язык, то вот не тяжело не может быть, потому что, конечно, будет тяжело. Вы не сможете понимать то, что написано в учебнике, вы не сможете говорить с учителями, как-то объяснять учителям, вы не сможете понимать учителей. Это очень большая проблема, потому что, как я и говорил в первом видео, в первой части, если вы не понимаете учителей, то, что происходит на уроке, то вы не сможете учиться, по сути. Вы не сможете понимать то, что от вас требуется сделать, то, что там объясняют, поэтому это большая проблема. Но школа предоставляет курсы, это бесплатно, это входит в стоимость испанского и английского. После уроков вы можете оставаться в школе и проходить вот эти вот, собственно, курсы по испанскому и английскому. Там вам будут помогать и все объяснять. В бачелората это также возможно, но вы тогда, это уже не курсы, а вы остаетесь, прошу прощения, остаетесь с учителями. Ну, допустим, скажем, по истории у меня есть какая-то проблема, я не понимаю одну тему. Я остаюсь в определенный день, мы заранее договариваемся с учителем, и учитель мне объясняет эту тему. Если я там какие-то слова не понимаю, то тоже учитель объясняет эти слова, все пытается объяснить. И еще важный момент, учителя, конечно же, используют телефоны, они не ученики, они могут использовать телефоны, они могут использовать переводчики, поэтому это разрешено. То есть они могут тебе это донести. логично. Они вообще, могут да. переводчиками пользоваться и переводить на твой язык. Запрещено между собой разговаривать на своем родном языке. Ну, я знаю, что в школе иностранцев очень много, и Да. вот между собой вы имеете право разговаривать на своем языке или нет? Хороший вопрос, потому что вот зрители, наверное, так не поняли смысл этого вопроса. Ты говоришь на русском, говори на русском, какая разница? Я хочу сказать, что когда вы приходите в школу, учителя, если вы, конечно, не знаете испанского или английского, они будут вам говорить: не говори по-русски, говори только на английском, говори на испанском. Старайся вообще не говорить по-русски. Постоянно будут тебе это повторять, говорить. Мне это тоже говорили. Но потом, когда я выучил уже на хорошем уровне испанский, русский, и уже когда, то есть, мог спокойно говорить полностью, то мне перестали это говорить. Ну и еще, может, потому что я начал и очень активно общаться с испанцами, и поэтому, в принципе, в классе я на русском вообще не говорил. Я говорил либо на испанском, либо на английском. Вот. Станислав, еще очень интересный вопрос. Вот Алексей мне его вовремя напомнил. В прошлый раз я хотела тебя спросить. За вот весь период обучения, в том числе и в старшей школе, домашку задают? Что-то делаете дома? Задают, но, тут есть такое но. В секундарии, в первом бачелорате задают домашку. Она обязательная и проверяют, если вы ее сделали или нет. Во втором бачелорате, то есть мы уже взрослые, мы понимаем все то, что
тут уже наше будущее накануне, то есть и БАУ. Поэтому домашки нет, потому что учителя понимают, что и так надо очень много учить. И мы сами это понимаем. Домашних заданий нет, но учителя дают как бы задания, и мы их можем делать или не делать. То есть вот так получается. Кстати, есть плохие баллы, плохие оценки за то, что там, допустим, кто-то домашку не сделал, что-то такое? Нет, потому что во втором бачелорате не оценивается домашнее задание. А вообще в школе, во всей, в средней школе? Вообще Ну, тут такое нет, есть, нет знаешь, такого, как вот у нас было там нет такого, что проверка не сделал домашнего домашнее задание и какое-то вот наказание наказание. Тут больше, оценочное. если ты не сделал домашнее задание, тебе не дают дополнительный балл. Вот так. А здесь есть в школе такое, например, вот журнал, такой книга, где ставят Журналы есть, да. двойку? Журналы есть. Есть с оценкой. журналы, нет? Да, такие вот бумажные есть. Бумажные, не только электронные. И система оценок сколько баллов? От От 0 до 10. От 0 до 10. Так что, когда говорят, мы учимся на пятерке в Вас Испании, обманывают. это значит на тройке, потому что 5 это значит 3. Да, 5 это проходной балл. Если ниже 5, то, то это двойка. это все. Это надо Да. пересдавать, это надо все учить заново, изучать. Все. А четверка это сколько? 8, да? Ну, 7, получается, 8. да, где-то 8, так. вот так вот. Так что самый максимальный балл здесь 10, друзья. 10 это значит пятерочка по-нашему. А пятерочка местная, это значит троечка. Вот такая система оценок здесь. Ну, в принципе, как во всей Европе, наверное. И теперь такие, знаешь, вопросы. Вот из нашей молодости, можно сказать, школьной. Есть ли такие, бывают ли такие дежурные по классу? Вытрите тряпкой доску. Или субботники какие-то. Или еще что-то такое вот есть? Субботников каких-то нет, но дежурные по классу есть в каждом Есть? классе, да. Ты дежурил? Нет, это обычные испанцы. Потому что почему? на них А много почему? всякой ненужной задачи, работы и так далее. Это не хочется этим заниматься, пускай они там То решают. есть они сами себя назначают и дежурят У по нас классу? голосование, Ага. мы анонимно голосуем, то есть это как За выборы. кого-то, да? Мы выбираем, вот и таким Дежурный? образом дежурного выбираем, да. Он, конечно, будет не рад, потому что на него вся работа сваливается. Ну, вы говорите о сей Славида. Да, и ему придется на протяжении всего года быть дежурным. На год класса. дежурного выбирать, Да, да? да. А какие-то еще обязанности есть у кого-нибудь там? Художественный сектор, Не, что-то так- рисует, не, спортивный, такого там еще какие-то кружки, секции, понятно, есть На дополнительные? Новый год, когда вы дверь. А, праздники. Да, были когда праздники, это в секундарии, и иногда это и первого бачелората, но вообще Дискотеки. оценивается только секундария. Мы украшали дверь, и чья дверь побеждает, тому дают бонус. То есть за место елки на Новый год вы украшали дверь? Да, в общем, у нас какой-то праздник накануне, мы берем дверь, наша дверь в В класс, классе. Мгм. мы ее снаружи обклеиваем бумагой и на ней что-то рисуем, украшаем, то есть делаем такую красивую, Креативную креативную работу, да. То есть, И она оценивается тоже. мгм. Учителя выбирают, какая самая красивая, и тот, кто победил, ведут в ресторан. Вот так. О, вот это Да. да, круто, круто. Слушай, ну а вот библиотека есть в школе? Библиотека, Ну, любимое место она учеников? была библиотека. Была раньше библиотека, теперь там компьютерный класс. Мгм. Заменили, так сказать, книжки на компьютеры. Учеников стало больше вот за, ну, можно сказать, год, два, три. Я смотрю, что Да, очень, очень много. Очень много, Именно да? поэтому и заменили на компьютерный класс. понятно. То есть вот колледж растет, дети хотят учиться, приезжают иностранцы и активно учатся, да? Да. Вообще, жалеешь ли ты о том, что школьные годы закончились сейчас уже, или ты рад предстоящей взрослой жизни в университете, например, да? И вообще, как тебе, ну, приятно было в таком колледже учиться? Честно говорю вам, колледж очень крутой. Вот если сравнивать с любой школой, в которой я учился, да, но я учился только в одной школе в Питере, это, конечно, в разы круче. Поэтому тут даже, ну, не сравнить, конечно. Ну, мы не будем сравнивать, это не совсем корректно. Мне, в Испании. лично мне очень понравилось. Я не понимаю, почему многие его как бы говорили, что вот мне не нравится, но это, скорее всего, было связано, потому что запрещены телефоны. А так как у многих зависимость к телефону, поэтому они говорят, мне не нравится, я не хочу здесь учиться. И нельзя свободно выйти из школы в такое время. Да, нельзя свободно. Все это начинают, ну, не то чтобы все, а больше по части говорящие на нашем языке. Честно говоря, вот так скажу.
А испанцам нравится, они туда ходят как к себе домой. Мгм. Ну, собственно, во втором вечера-то я туда тоже как к себе домой ходил, поэтому... Собственно говоря, мы тоже воспринимали колледж как к себе Как домой, второй дом. потому что собрания, которые там проходили, тоже были достаточно уютные. Я уже говорила в первой части, что в основном все было у нас онлайн из-за пандемии, потом были очные, и нам очень понравились собрания, потому что это было 20 минут, все конкретно, быстро и по делу, без всяких там ругательств кого-то конкретно, разбирательств пофамильно. Без сбора денег, без каких-то обязательств. Было все по делу, только учебный процесс. И очень мне понравилось, как относятся преподаватели, они очень корректны. Ну и, конечно, если вы творческий человек, то этот колледж вам поможет увеличить ваши навыки и потенциал в ваших творческих сферах, потому что здесь вы сможете, соответственно, общаться с учителями, они вам будут очень сильно помогать. И если вы действительно какой-то развиваете проект, они вам помогут, и даже вы сможете презентовать его в школе и развить на уровне в школе. Ну а мы, друзья, всегда делимся тем вообще на нашем канале. Я сразу хочу сказать, это не реклама. Реклама – это когда нам платят за это деньги и просят нас это снять. Это уже реклама. А это не реклама, это наши впечатления. Действительно, наш сын там учился, и мы там бывали, и нам очень понравился этот колледж. И мы всегда, друзья, стараемся делиться тем, что нам действительно нравится в этой стране. Либо отношением, либо городами, местами, музеями, концертами, беседами с людьми, или вот такими вот всякими курсами, школами. Поэтому ссылки мы всегда оставляем в нашем описании. К каждому ролику полезные ссылочки, которые могут вам пригодиться. Смотрите первую часть, там есть ссылка на этот колледж, если вам интересно. Ну а по ценам узнавайте непосредственно в колледже. Как это сделать, мы говорили в том ролике в первой части. Так что обязательно ее посмотрите. Ну и, Станислав, спасибо, что ты поделился с нами и со всеми нашими зрителями, подписчиками вот этой информацией. Я считаю, ценной информацией из первых рук о том, как учиться в школе, какие-то эмоции и так далее, экзамены и все. Мы еще продолжим, будет еще третья часть о том, как сдать ИБАО, то есть или еще его знали как селективидат, экзамен для поступления в университет, как зачислиться в университеты, как вообще происходит эта вся процедура, она очень мудреная, слегка так и особенности есть. Ну и потом, наверное, будет 4-я, 5-я, 6-я часть уже о высшем, может быть, образовании. А что мы можем сегодня пожелать тем, кто поведет своих детей в школы Испании? Я пожелал бы удачи и терпения. Удача, потому что удача никогда лишней не бывает, а терпение, потому что вам придется учить языки, и это долго, конечно же. Но это стоит того? Да, это стоит, ну, вы не сможете за месяц выучить и весь испанский или английский, это потребуется время. Если вы не хотите ждать, то тогда это будет трудно, вам придется вот год, 2, 3 или даже больше учить эти языки. Ну вот, а я хочу вам также пожелать удачи, как Станислав. Я хочу вам сказать, что если у вас есть какая-то цель и мечта, обязательно к ней двигайтесь, слушайте все за, против, собирайте информацию, но всегда думайте своей головой и делайте, как вы считаете нужным. Что, собственно говоря, мы и делали. Переезжая сюда, устраиваясь в школы и так далее. Ну и, как обычно, не забывайте поддержать наше видео лайком, написать ваш добрый и хороший комментарий, который нас всегда вдохновляет и мотивирует снимать для вас новые ролики, интересные ролики, делиться какой-то полезной информацией. Подписаться на канал, если вы еще не подписаны по какой-то причине. Действительно. Вот. И увидимся вновь в следующих наших роликах. Всем Удачи и адьос, пока. амигос. Чао! Чао!